Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как можно пройти мимо бестселлера Нила Рекхэма «Спин-продажи»? Никак, ответил я, прочитал и сделал обзор на эту книгу. Обзор расскажет не столько о чем эта книга, сколько о том, что автор рекомендует к использованию в продажах. Как определить, приведут ли действия к успеху в продаже или не приведут? Нил Рекхэм со своими коллегами делали это так. Определяли поведение, например, улыбка во время приветствия. Фиксировали поведение на примере большого количества встреч, продолжая пример, в каких встречах продавец улыбался, а в каких нет. Каждую встречу классифицировали как успешную или нет. Сравнивали уровень поведения в каждом типе встреч, в скольких успешных встречах продавец улыбался и не улыбался. Более 10 лет исследований, более 35 тысяч ситуаций продаж, более 20 стран для изучения 116 поведенческих факторов. Именно благодаря этому масштабному исследованию были выявлены факторы успеха в крупных продажах. Эти рекомендации касаются больше именно крупных сделок. Таких сделок, которые не заключаются одной встречей. При этом важно понимать, если продавец перечислил 8 факторов, касающихся продаваемого продукта или услуги, то после первой встречи покупатель в лучшем случае запомнит 6, а через неделю хорошо, если вспомнит хотя бы 3. В подобных продажах в несколько встреч особенно важным становится доверие покупателя по отношению к продавцу. Причем это доверие должно перевешивать страх покупателя совершить публичную ошибку, ведь это крупная сделка. Успехом в крупных сделках в несколько встреч Нил Рекхэм называет не только продажу, но и прогресс. Продвижение в направлении получения заказа от покупателя. В книге автор приводит следующие примеры прогресса. Договоренность с покупателем о посещении демонстрации продукта в офисе продавца. Гарантированный вывод вас на человека, принимающего решение на более высоком уровне. Договоренность провести пробу или тестирование вашего продукта. Доступ к тем подразделениям компании клиента, которые прежде были для вас недоступны. Но не стоит путать прогресс и отсрочку. Пример отсрочки. Давайте встретимся в следующем году. Исследования, проведенные Нилом Рекхэмом и его коллегами, показали, что значительный эффект на успех сделки оказывает количество, качество и последовательность задаваемых вопросов на этапе, часто называемом «выявление потребностей». Но прежде чем определить, какие вопросы и в какой последовательности стоит задавать, разберемся, к чему эти вопросы должны привести. Покупатель должен обнаружить, какие проблемы у него есть в данный момент. Например, у нашей системы недостаточная пропускная способность. Такие потребности клиента автор называет скрытыми. Что покупатель хочет изменить? Что его не устраивает? Что ему не нравится в продукте или услуге, которыми он замещает ваше предложение? Что ему не нравится в отсутствии вашего продукта или услуги? Или их аналога? Помимо скрытых, Нил Рекхэм выделяет явные потребности. Нам нужна более быстрая система. Какой выход видит покупатель в сложившейся ситуации? Как в решении его проблемы может помочь ваш товар или услуга? В крупных продажах автор рекомендует обращать внимание и на скрытые потребности, и на потребности явные. А необходимо это для того, чтобы покупатель мог оценить, настолько ли серьезна проблема, что за нее стоит заплатить запрошенную продавцом стоимость. Что же такое спин и как эта методика может помочь в движении стрелки весов в сторону решения о покупке? Спин – это акроним, составленный по первым буквам типов вопросов, которые рекомендует задавать Нил Рекхэм, подводя итоги своих многолетних исследований. S – ситуационные вопросы, необходимы, чтобы продавец понял ситуацию конкретного потенциального покупателя. Эти вопросы нередко можно встретить и в мелких продажах. Например, бытовой техники. Кому выбираете стиральную машину? Какой стиральной машиной пользовались? Как долго ею пользовались? Какими функциями стиральной машины пользовались? Почему 3 года назад выбрали именно эту стиральную машину? И тому подобное. П. Проблемные вопросы. Необходимы для обнаружения скрытых потребностей, то есть сложностей, трудностей, недовольства. Эти вопросы также часто встречаются в мелких продажах. Что не нравилось в старой стиральной машине? Какие сложности, трудности возникали при пользовании старой стиральной машиной? Что не устраивало в старой стиральной машине настолько, что решили ее сменить? И тому подобное. И. Извлекающие вопросы. Вопросы, усиливающие серьезность проблемы. Эти вопросы автор спин-продаж рекомендует использовать при заключении крупных сделок. Но
Дабы не заскриптовывать речь слушателей канала и у каждого была возможность подобрать свои вопросы, которые лучше подойдут и вашей сфере продаж, и вашему лексикону, продолжим пример со стиральной машиной. Например, на предыдущем этапе покупатель озвучил, что его не устраивает состояние одежды при использовании режима «легкая глажка». Тогда извлекающие вопросы могут звучать так. Почему не устраивало состояние одежды? На чем сказывалось такое состояние одежды? Сколько времени приходилось тратить на глажку и тому подобное. Направляющие вопросы. Они фиксируют покупателя на желательности и ценности решения таким образом, чтобы покупатель мог определить явные потребности и ощутить необходимость, желание решить проблему. Эти вопросы дают возможность покупателю найти способы влияния на проблему, фокусируя его не на самой проблеме, а на ее решении. Как собираетесь влиять на эту ситуацию? Что собираетесь с этим делать? Есть ли у вас какое-то решение на данный момент? Какое решение, на ваш взгляд, было бы идеальным? Почему идеальным вам кажется именно это решение? Явные потребности, выявленные с помощью направляющих вопросов, позволяют продавцу сформулировать выгоды предложения. Более подробно об этом поговорим в следующей части обзора книги «Спин-продажи», а сейчас практические рекомендации от Нила Рекхэма. Запишите вашу очередную встречу с клиентом. Прослушивая запись, отмечайте каждые 20 секунд, кто говорит в данный момент, вы или клиент. Это упражнение необходимо для развития навыка задавать вопросы. Автор книги рекомендует большую часть встречи давать возможность рассуждать клиенту, а продавцу направлять встречу своими вопросами. Прослушайте запись только ваших высказываний на встрече. При этом каждые 20 секунд отмечайте, вы предоставляете или запрашиваете информацию. Больше вопросов, меньше повествования. Перед следующей встречей составьте список возможных проблемных областей клиента. Это поможет не только в формулировании проблемных вопросов, но и в настрое продавца. Ваше предложение полезно для клиента. Четвертая рекомендация. Тренируйте свое умение задавать извлекающие вопросы. Каждой из потенциальных проблем составьте список последствий. Какие трудности создает эта проблема? Какие трудности усугубляют эту проблему? На чем еще может сказаться эта проблема? Больше рекомендаций и примеров вы можете найти в самой книге. Прочитайте ее целиком. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, поделитесь этим видео с вашими знакомыми, кому бы оно могло быть полезным. И до новых обзоров!